Привет, друзья! Вот такую замечательную, на мой взгляд, задачу иногда предлагали на устном экзамене, на мехмат, скажем так, и некоторые абитуриенты попадались. Сегодня поговорим об этом. Дан некоторый треугольник АБС, в него вписана окружность радиуса единица, которая делит точкой касания сторону АБ на отрезке длины 2 и 3. Нужно найти площадь этого треугольника. Ну вот посмотрите, что мог предложить ученик, который путал прямую и обратную теоремы либо задачи. Вот он говорил: стоп, так это же прямоугольный треугольник египетский, 3, 4, 5. Подробнее говорил преподаватель. Ну, если взять прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4, по теореме Пифагора гипотенуза будет 5. Радиус окружности, вписанный в этот треугольник, легко найти по формуле А плюс Б минус С пополам. Этот радиус равен единице. Ну и все, теперь остается провести радиусы в точке касания. Они перпендикулярны касательным. Получается три прямых угла. Одна четвертый прямой, это прямоугольник. А так соседние стороны равны, то и квадрат получается. Это единичка, это единичка, это единичка, это, тогда это двойка, это тройка. Ну а поскольку отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны, то отрезки гипотенузы были 2 и 3. Замечательно, говорил преподаватель. Только нам какой треугольник здесь дан? Вы взяли какой треугольник? Прямоугольный, верно? Верно, с катетами 3 и 4. И что вы доказали? Что в таком треугольнике вписанная окружность имеет радиус единица, во-первых, и делит гипотенузу на отрезки длины 2 и 3. А что в нашей задаче нужно найти или фактически доказать? А нам нужно как раз доказать, что треугольник прямоугольный. И это не всегда может так получиться при каких-то знакомых длинах отрезков. Таким образом, давайте посмотрим, как на самом деле нужно было решать такую задачу. Итак, я предложу тригонометрический метод. Вот известно, что центр окружности, вписанной в любой треугольник, совпадает с точкой пересечения биссектрис углов этого треугольника. Поэтому я проведу биссектрисы. Значит, А, Б, С вершины, АО биссектриса, БО биссектриса, все, обозначу вот этот угол альфа. А вот этот уголок бета маленькая. Также можно? Можно. Половинки углов иногда обозначают. И теперь из треугольника АКО я найду тангенс альфа. Так, из треугольника АКО получается, что тангенс альфа – это отношение противолежащего катета ОК прилежащему, то есть единичка к двоечке. Ну а из треугольника БОК я найду тангенс бета. Это будет отношение ОК к КБ. 1 к 3. А теперь я найду тангенс суммы углов. Альфа и бета. Есть формула: тангенс суммы равен сумме тангенсов, тангенс альфа плюс тангенс бета, деленное на единицу минус их произведение. Тангенс альфа и тангенс бета. И посмотрите, какая красота получается. 1/2 плюс 1/3 делить на единицу минус 1/2 умноженное на 1/3. Получается 5/6 в числителе и 5/6 в знаменателе. Единица. О чем это говорила? Ну, что альфа плюс бета 45 градусов. С некоторыми оговорками, но это уже принималось. Итак, альфа плюс бета 45 градусов. Здесь добавляется уголок альфа, ведь АО и БО – это биссектрис, правильно? И получается, что 2 альфа плюс 2 бета равно 90 градусов. Сумма углов А и Б этого треугольника 90 градусов. Тогда угол С получается прямой. Вот отсюда теперь следовало, что угол С
скромно так напишу, 90 градусов. Ну, а дальше уже дело техники. Проводились те же самые радиусы, точки касания, хотя есть и другие способы нахождения площади. И все утверждалось, что это единичка, cm, дальше cn тоже единичка, ведь у нас получается квадратик, говорили об этом, 1, 1, а m равно ак, отрезки касательных, это двойка, bn равно bk, эти отрезки тоже равны. Ну, собственно, и все. Осталось только посчитать площадь. Действительно, у этого треугольника оказывается один катет 3, а второй 4. Ну и тогда площадь треугольника АБС законно находится как половина произведения катетов, потому что мы доказали, что он прямо угольный треугольник. Некоторые часто пишут в комментариях, а что это за устная такая задача, таких задач не бывает. Я напомню, что в Советском Союзе было у нас, как правило, на математические специальности 2 экзамена. Письменный и устный. На устном абитуриент тянул билет под номером, и там было 2 теоретических вопроса, первый и второй алгебра, геометрия, ну и 2 практические задачи, 3 и 4. Их нужно было решить письменно, там за какое-то время, потом сесть за стол преподавателю и все ему рассказать. Ну, а для знатоков я покажу второй способ решения этой задачи, который не требует знания формулы тангенса суммы. Я его уже набрал, поэтому все будет быстро. Вот здесь справа. Комментировать даже не буду, может быть, сделав небольшой какой-то рисуночек. Вот это у нас двоечка, это у нас троечка, это у нас двоечка, это у нас троечка, это x, это x. То есть мы записываем формулу площади S равно P на R и формулу Герона. Ну и все, избавляемся от S. Дальнейшее просто получается очень простое и красивое уравнение. Ну что ж, я рад, что вы досмотрели до конца. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.